Приготовьтесь, ведь сейчас мы перевернем ваше представление о нацистской Германии. То, что началось как обычная работа с архивами, обернулось ошеломляющим открытием, которое ставит под сомнение все, что, как нам казалось, мы знали о самой темной главе XX века. Этот сюжет не просто история. Это погружение в самое сердце прошлого, где каждая мельчайшая деталь может изменить целую эпоху, а правда оказывается гораздо более извилистой и пугающей, чем мы могли вообразить. В глубинах Национального архива Германии среди бесчисленных свидетельств минувшей эпохи хранился один единственный снимок, от которого эксперты замирали. На нем 3 офицера СС в парадной форме, а перед ними, склонив головы, застыли гражданские. Лица эсэсовцев выражали суровую, почти показную решимость, в то время как фигуры перед ними буквально оцепенели от ужаса. Этот черно-белый кадр словно кричал о ритуальном наказании и всепоглощающем контроле. Его жестокий символизм был очевиден. Прежде чем мы перейдем к основной части, хотели бы попросить вас о небольшой поддержке. Лайк и подписка будут лучшей благодарностью. Спасибо. Поначалу фотографию быстро отнесли к доказательствам внесудебных расправ и отправили на детальную проверку из-за ее необычного антуража. Но для Леони Мартонс, молодого стажера с невероятной наблюдательностью, что-то сразу же показалось подозрительным. Это был не тюремный барак, не гетто, не поле сражений. Ограда выглядела как в типичном пригороде, а дом на заднем плане с двускатной крышей был характерным для довоенной застройки среднего класса. Даже форма офицеров казалась подозрительно безупречной, а вся композиция слишком продуманной, словно это не документальное свидетельство, а постановочный кадр для внутреннего использования. Почему, недоумевала, Леони СС стали бы инсценировать и запечатлевать на фото акт публичной расправы в таком, казалось бы, мирном жилом районе? Тем временем над директором Национального архива доктором Матиасом Хольцем сгущались тучи. СМИ требовали полной прозрачности, а организации выживших и историки настаивали на незамедлительных разъяснениях, кто эти гражданские и почему офицеры СС фиксируют подобные внесудебные наказания посреди жилого квартала. Для архива, который и без того боролся за поддержание общественного доверия, любая ошибка в классификации или интерпретации могла иметь катастрофические последствия. Это расследование вышло за рамки обычного сохранения истории. Оно превратилось в проверку на прочность для репутации всего учреждения. А для Леони это стало боевым крещением в запутанный мир нацистской истории, где ничто, даже личности жертв или место их страданий, нельзя было принимать за чистую монету. После смерти Карла Раузера и обнаружения его наглухо запертого железного сундука архив охватило настоящее безумие. Когда власти вскрыли сундук под светом криминалистических ламп, они обнаружили сотни оригинальных документов и фотографий нацистской эпохи, многие из которых носили символику СС. Это были материалы, о существовании которых ходили лишь слухи, но чья подлинность никогда не подтверждалась послевоенными следователями. Национальный архив, стремясь укрепить свою значимость в эпоху бушующих теорий заговора и отрицания Холокоста, принял эту коллекцию. Этому сопутствовали как громкие заголовки в прессе, так и скрытая тревога. Группы выживших требовали немедленного доступа, в то время как историки призывали к осторожности, опасаясь подделок и мистификаций. За закрытыми дверями доктор Хольт сбалансировал на тончайшей грани. Любой неверный шаг мог спровоцировать обвинение в бесчувственности или, что еще хуже, в соучастии в искажении истории. Среди вороха бумаг снимок, который так зацепил Леони, не выходил у нее из головы. Другие документы, списки конфискованного имущества, отчаянные письма, размытые фотографии истощенных лиц
Ничто не имело такой силы, как этот кадр постановочного публичного унижения. Дело было не только в изображенной жестокости, но и в противоречии окружающей обстановке. Детали рассказывали совсем другую историю. Аккуратный штактник, чистая линия крыши, цветущая герань в цветочном ящике. Это была домашняя идиллия, но надруганная. Леони запросила разрешение на более детальный анализ изображения. Ее научный руководитель, доктор Ян Стал, поначалу отмахнулся, ссылаясь на огромный объем неотложных работ. Руководство архива, и без того работавшее на пределе, не одобряло никаких отвлечений. Их приоритетом была инвентаризация и защита наиболее взрывных материалов, приказов СС о массовых депортациях, тайника с зашифрованными радиоперехватами и даже, возможно, черновика печально известного Ванзейского протокола. Фотография была помечена как низкоприоритетная, всего лишь дисциплинарное запугивание гражданского населения. Ярлык, который значительно принижал ее истинное значение. Но Леоня не сдавалась. Она тихо работала после окончания рабочего дня. Отсканировала снимок в максимальном разрешении, цифровым способом улучшая затемненные и размытые участки, и детали начали оживать. Отколотый эмалированный номер на калитке. Вывеска пекарни Беккерей Груневальд на заднем плане достаточно четкая, чтобы ее можно было прочитать, если точно знать, что ищешь. Даже рисунок булыжной мостовой на улице наводил на мысль о тихом провинциальном городке, а не о зоне боевых действий или тюремном блоке. Она подняла записи о собственности того периода и просмотрела оцифрованные справочники начала 40-х годов. Инхайм, как выяснилось, в нацистскую эпоху был серой зоной, городом, который не прославлялся за арийскую чистоту и не превращался в еврейское гетто. Данные переписи населения указывали на удивительное смешение имен и семей. Жители по данному адресу были зарегистрированы как мишлинги, люди смешанного происхождения. Их судьба всегда зависела от причудливой комбинации правил, личных связей и бюрократической инерции. Тем не менее, открытия Леони породили больше вопросов, чем ответов. Версия о том, что эти гражданские были случайными жертвами антисемитских чисток, просто не соответствовала действительности. Контекст указывал на нечто совершенно иное, целенаправленное унижение в обстановке, которое обычно не ассоциировалось с нацистскими репрессиями. Давление нарастало. Доктор Хольц уже готовил предложение для выставки, куда должна была войти эта фотография, даже не подозревая, насколько опасно может быть ее неправильное толкование. Когда Леони представила свои находки доктору Сталу, она тщательно подбирала слова. Эта фотография не вписывается в общую картину. Место действия – жилой район. Эти люди, скорее всего, имели полное или частичное немецкое гражданство. Нет никаких записей об облавах в этом квартале. Это не была депортация или репрессии. Это больше похоже на внутреннее наказание. Доктор Стал заколебался. Он привык к осторожности, продиктованной институциональным опытом. Архивы выживали, не наживая врагов. «У вас острый глаз, Леоня», — сказал он. «Но если это будет неправильно классифицировано, это не просто ошибка. Это ставит под сомнение весь наш процесс сортировки». Его взгляд задержался на фотографии, затем на папке с делом. Если мы скажем, что это были немецкие женщины, а не еврейские жертвы, это откроет дверь, в которую мы, возможно, не захотим входить. Но я поговорю с Хольцем. Хольц, услышав эту теорию, был скорее встревожен, чем заинтригован. «Будь осторожен», — сказал он тихим голосом. «Найдутся те, кто извратит это в своих целях, но пусть Марта Фрей взглянет на генеалогию». Тихо. Он вернул фотографию, словно она была радиоактивной. Марта Фрей, штатный генеалог архива, встретила просьбу Леоне с усталым скептицизмом, но Леоне, показав свои записи, привела убедительные аргументы.
Большинство женщин по этому адресу прослеживали прямые материнские линии до немецких матерей и бабушек, хотя у всех были не арийские отцы или деды. Как будто этот квартал был пропущен режимом чисток, предположила Леони, или неофициально защищен. Марта согласилась провести полный генеалогический аудит, скрупулезно сверяя записи о крещениях и синагогах, акты на собственность и чудом сохранившиеся многочисленные страховые полисы. Чем глубже она копала, тем сложнее становилась история. Хотя у нескольких жителей были еврейские предки, подавляющее большинство по собственным категориям Рейха были немецкой крови. Они были бюрократически классифицированы как мишлинги, но генеалогически они были неотличимы от своих соседей. Их преследование было не результатом четкой расовой принадлежности. Оно было произвольным, скрытым в бумагах и зависело от того, какой чиновник случайно просматривал дело в тот день. Одновременно доктор Стал предложил использовать недавно приобретенное архивом программное обеспечение ИИ для распознавания лиц с базой данных из десятков тысяч изображений персонала нацистской эпохи. Возможно, так удастся идентифицировать офицеров СС. Леони взвесила риски, но личности офицеров могли либо подтвердить все, либо разрушить. Программное обеспечение сопоставило 2 из 3 офицеров за считанные минуты. Их имена, сохранившиеся в исчерпывающей документации Рейха, были Ганкитель и Аттариман. Обоим эсэсовцам было предъявлено обвинение в недостойном поведении и несанкционированном применении силы ровно через неделю после даты, указанной на фотографии. Личность 3-го офицера была менее определенной. Единственное близкое совпадение было с младшим адъютантом, который исчез в конце 43-го года. По мере того, как эти находки появлялись, напряжение во внутреннем кругу архива нарастало. Хольц требовал максимальной конфиденциальности, опасаясь, что утечка может вызвать медийный шторм, либо от тех, кто жаждал использовать любые доказательства насилия нацистов против самих немцев, либо от тех, кто заявил бы, что архив переписывает историю ради политической выгоды. Но доказательства, сколь бы фрагментарными они ни были, указывали в тревожном направлении. Большинство женщин на фотографии прослеживали свою родословную к семьям, чьи сыновья сражались в прежних войнах Германии. Они были немцами по любым историческим меркам, за исключением режима, который превратил свой собственный народ в тени с помощью одной строчки в генеалогическом древе. Леони чувствовала, как ставки растут с каждым новым открытием. Серая зона Экенхайма, давно забытая историками, отсутствующая на всех картах нацистских преследований, стала центром противоречия, которое угрожало изменить не только институциональные нарративы, но и общественное понимание насилия режима. Удовлетворения от правоты было мало. Чем ближе она подходила к истине, тем более изолированной себя чувствовала. Тем не менее, работа продолжалась. Исследования Марты начали выявлять еще более неудобные данные. Из женщин, проживавших по адресу в 1943 году, почти 70% прослеживали свою прямую родословную к семьям, которые были немцами на протяжении поколений. Семьям, чьи сыновья сражались за кайзера, чьи деды были указаны на военных мемориалах в каждом городском сквере. Но из-за отдаленного брака, обращения одного предка и их статус по нацистскому законодательству был бы безупречен. Тем не менее, СС пришли за ними. Недели секретных исследований и тревожных встреч измотали команду. Для Леони каждый новый документ, каждое генеалогическое совпадение, каждое эхо удушающей бюрократии Рейха поднимали ставки все выше. Она почти не спала. Марта при всей своей профессиональной отстраненности теперь выглядела столь же измученной. Ее стол был завален стопками свидетельств о рождении и браке, помеченными красными чернилами. Генеалогический аудит был почти завершен.
Результаты Марты были даже более решительными, чем она опасалась. Из всех женщин, проживавших по адресу в Экенхайме в 43-м году, ошеломляющие 70% прослеживали свои прямые материнские линии на протяжении столетий немецкого происхождения. Лишь у немногих отмеченных фамилией бабушки или дедушки или выцветшей записью о крещении была какая-либо еврейская или славянская связь, и те были настолько далеки, что стали бы невидимыми в любой другой европейской нации. Этот результат разрушил любое комфортное ощущение ясности. По мере того, как эти находки складывались в единую картину, доктор Хольц созвал закрытое совещание в своем кабинете. Фотография лежала в центре стола, словно открытая рана. Он внимательно изучил таблицы Марты, карты Леони с пометками, результаты сопоставления ИИ. Когда он, наконец, заговорил, его слова, казалось, отражали напряжение, витавшее в воздухе. То, что мы имеем здесь, это доказательство нацистской жестокости, направленной против своих собственных граждан. Это история, которую никто не захочет признавать. Леони, измотанная, но решительная, озвучила то, чего боялись все. Это не была официальная политика, но это произошло, и это было скрыто 80 лет. Если мы это скроем, мы станем соучастниками. Если мы это раскроем, нас обвинят в размывании правды об истинных жертвах режима. За окном ливень хлестал по городу, словно в торе разгоревшейся дискуссии. Доктор Стал настаивал на осторожности. Нам нужно проконсультироваться с внешними экспертами, историками, группами выживших, лидерами сообществ. Мы должны сделать это правильно, иначе рискуем разрушить доверие ко всему, что мы делаем. Но Хольц был не убежден, обсуждение может обернуться задержкой. Если история просочится, мы потеряем контроль. Напряжение нарастало, поскольку утечка казалась неизбежной. Слухи уже начали циркулировать среди нескольких журналистов. Совет архива требовал ответов, угрожая дисциплинарными мерами, если команда не объяснит истинный контекст фотографии до предстоящего пресс-мероприятия. К счастью для них, последний элемент головоломки встал на место, когда Леони обнаружила меморандум, зарытый глубоко в хранилище. Внутренний отчет СС, не подписанный, но безошибочно подлинный, оплакивающий разрушительный эффект моральной паники в защищенных провинциях. Фраза была жутко двусмысленной, но она упоминала Икенхайм по имени и намекала на необходимое удаление разлагающих элементов среди наших собственных. Смысл был мрачным. Рейд, унижение, насилие — это было единичное событие, совершенное не ради расовой чистки, а для насаждения дисциплины и террора среди тех, кого считали подозрительными. Столкнувшись с собранными доказательствами, руководство архива пришло к необратимому решению. Фотография и ее контекст будут обнародованы, сопровождаемые подробным отчетом, излагающим генеалогию, записи о собственности и дисциплинарные действия СС. Это не будет представлено как новое повествование о жертвах, и это не умалит страдания немецких общин. Вместо этого это станет ярким свидетельством способности режима к насилию, которое иногда обращалось внутрь, разрушая саму ткань общества, которое оно претендовало защищать. Анонс был назначен на следующую неделю. Когда решение стало окончательным, Леони почувствовала опустошенное облегчение. Не было триумфа, только неловкая уверенность в том, что их открытие нарушит столько же убеждений, сколько и прояснит. Но впервые за десятилетия архив был не только хранителем памяти, но и активной силой в раскрытии исторической сложности, чего бы это ни стоило. В течение нескольких дней объявление архива вызвало интенсивные публичные дебаты. Заголовки в крупных газетах метались между возмущением и изумлением. Группы выживших, изначально настороженные, признали осторожную формулировку архива.
Это было не размывание ужасов Холокоста, а неудобное дополнение к летописи. Для многих было шоком столкнуться с доказательствами нацистского насилия, направленного не просто на тех, кого считали расово нечистыми, а на людей, чье единственное преступление заключалось в том, что их предки оказались в неправильной графе бюрократической книги. Тем не менее, даже когда история попала в заголовки, многое оставалось двусмысленным. Судьбы женщин на фотографии можно было проследить лишь до определенного момента. Некоторые имена заканчивались извещениями о смерти от 1944 года. Другие исчезли в послевоенных миграциях или браках за границей. Наследие офицеров СС было столь же размытым. Казненные по приказу своего собственного командования за пересечение невидимой черты, их мотивы затерялись в тишине сломленных режимов. История редко бывает такой однозначной, как мы себе представляем. Когда эксперты внимательно рассмотрели ту старую фотографию, их поразил не ужас. Их поразило то, кто были эти жертвы, и что это означало для всего, что они, как им казалось, понимали о нацистском насилии. Сколько еще секретов скрывается на виду, ожидая более внимательного взгляда? Как вы думаете, что еще могут скрывать давно забытые архивы, ожидая своего часа, чтобы рассказать нам новую правду? Поделитесь своими мыслями. Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск. Ваша поддержка, лайк и подписка очень важна для нас. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей и не пропускать наши новые видео.